43-й год выпуска этих коньков моих. Представляете, вот сколько они дюжат. Вон как делали. Они уже давно не точенные, тупые тоже, знаете. Туда 4, да обратно 4, если 8 километров. Туда сбегаю, тоже там 4 километра, да обратно. Не знаю, что я чувствую, вроде как так и надо. Быстроту, хорошо. Когда ветер еще попутный, ой, я лечу. Вот, а сарма, вот так еще пальтишко раскрою, так тут вообще как парус несешься. Тоже боишься, потому что если конек в щелку попадет, то кранты. Поддерживаю как-то себя или что, не знаю. Вот спина болит, а на коньках бегу, не болит, вроде не болит. Фамилия моя, девичья фамилия Маркова, а по мужу Мореходова, Любовь Николаевна. 1941 года я живу, местность Халы. А здесь мы всегда жили. Сначала вот в Курме была школа 4 классов. Там 4 километра было до школы. Туда и обратно ходили малышня. И уже все на коньках, если зимой все на коньках. Он суровый Байкал. И он меняет свою вот эту вот... Как-то смотришь на него, то он вот совсем как зеркало стоит, то где-то рябь. Сижу одна вот там на кухне, сижу и смотрю, какое-то прямо такое вот радость какая-то или какое-то такое настроение хорошее. Потом всегда думаю, вот кто-нибудь бы рядом был, смотрел бы, какая красота, вот красота неимоверная. Начали строить Иркутскую ГЭС, когда начали строить, или когда проект уже был, да, и, видимо, комиссия проезжала, думала, что кого затопит, кого не затопит. И вот нам, отцу, сказали, что вас здесь затопит. Дали 8 тысяч и сказали, уезжайте. Куда хотите, туда переезжайте. Вот он нашел вот это местечко и переехал. Это был, наверное, когда строили ГЭС? Ну, наверное, 50-е годы, начало 50-х годов. Вот мы с тех пор здесь живем. Вот с 1959 по 2002 я работала на заводе. А потом я уже тоже работала, и в охране работала, и уборщицей работала. В общем, все равно я работала. Вот до 2010-го, когда Миша заболел, Мореходов, вот, муж, то я уже все бросила и это самое, уже стала ухаживать за ним. Пошел на пенсию и приехал сюда. И мы купили корову. И вот потом вот это хозяйство, да, было аж 25. А света не было, ни света не было вообще. Ну и все, и вот уже в 11 году, когда Михаила не стало, все-таки мы сами вот стол поставили, потом бились, в конце концов все равно нам провели уже в 11 году. Уже, я уже тут жила с Мишей, ухаживала за ним, все, и это самое, мы прожили 47 лет. Вот я ведь здесь живу одна, я ничего не боюсь. Я ничего не боюсь. Мне ходит там по крыше кто-то. Думаю, ну кто там ходит по крыше? Интересно, кто туда залез? Вот топает там, ходит. Ну вот до утра, это самое утром встала, полезла смотреть. Смотрю, это у меня была пальма. Она залезла туда и искала место, где ощениться. Вот 8 штук принесла. Вот говорю, что вот тебя туда вот залезла? Как она туда залезла на крышу? И вот когда кто-то приезжает, я тоже вот выхожу сразу, открываю ворота, все, вот, двери. Ну, иногда вот надосаждают эти вот квадроциклы.
Такие тоже безобразные едут вот на этот утуг, где мы сено косим. Все загорожено вроде, да, а им все это до фонаря, они же не знают, что там бережем эту травку, как не знаю что. С собаками я вот, видишь, я сейчас немножко глуховатая стала, да, а вообще меня никто не застанет врасплох. Вот когда врасплох, то тогда как-то человек все равно пугается, да. А вот собака залаяла, я выхожу, уже смотрю, я знаю, что мне надо посмотреть, кто пришел. Или коровы пришли, или кто-то пришел. Торин, дай лапку. Он лучший друг, ага, точно лучший друг. Хороший он, такой добрый, он не кусается, ничего. Несет. Так ребятишки ее, когда конфеты приносила, они ее целовали, не знаю как. Вот. Потом принесла, видимо, охотник положил этот бинокль на чурочку. Она принесла и вот так положила вот в эту будку. Я думаю, что там такое зеленое, вот такой огромный бинокль хороший. Это она воровала. Но она была очень хорошая собачка, очень. Потом я стала сварщицей. Вот когда сварщицей стала, я поступила в техникум наш и закончила сварочное отделение. Потом я стала токарем, потом уже стала инженер-технологом. На вечер, это вот на вечер дрова. Видишь, чурочки маленькие остались, а так толстые. Вот так, видишь, по центру. Вот центр. По центру. Раз. Мимо центра. Вот. Вот и все. По сути дела, расколола. Вот. 4 полена. Вот и все. Сейчас я маленько посижу, поотдохну. Устала. Вот этот дом старый, вот тот, отцовский, он уже сгнил. А вот этот дом построил Миша. Летом, когда много людей, вот иногда иду и говорю, ну подбирайте за собой, убирайте за собой, не оставляйте, все это в Байкал идет, да? Говорю, все вот эти ваши, неужели нельзя сжечь, неужели нельзя это все собрать и увезти, вот. Ой, все, хорошо сделаем. Когда я прохожу, и все ставят, все разбросают, все это летит в Байкал. И вот это меня прямо угнетает, и вообще я сержусь, злюсь на то, что вот это вот безобразие вот это оставляет. Меня прямо это бесит. Я верю в людей, я верю сама в себя, я верю своим детям. Люди говорят, я все верю. А мама у меня была безграмотной, но очень добрая, хорошая женщина. Ветер, конечно, проблема. Еще какая проблема? Коровам сено дать, все утащит. Вот. И это вообще проблема. Лучше пусть мороз и тихо. А так вот, когда ветер и мороз, это смерть коровам. А сколько бывает минус? Ну, нынче очень много было, за 30. А ветер был, наверное, все 30 метров в секунду или 35. Вот такой ветер был. О. Утром 5:30 встала, печку затопила, поела там, что-то сварила себе, собакам сварила. И дожидаюсь, чтобы печка протопилась, закрыть. И ухожу.
навоз вытаскиваю, потом лун, эту прорубь долблю, а потом телят пою. Уйди, упадешь, я тебя как вытаскивать буду? В этом месте он для меня все. Я бы могла это все бросить после мужа, да? Но я этого не могла сделать. Я знала, что здесь очень тяжело жить. Я знала, что я с малолетства здесь живу. Поэтому это отцовское, мне все жалко, вот, что отец трудился, да, с мамой. Вот. И как бросить? Ну как бросить? Это все растащат, сожгут. Ведь поселок был огромный здесь. И если меня не станет, то только может Кирилл. Кирилл, вот Кирюха, младший сын, он может вот это все, и он и с коровами, и с хозяйством, он все знает, управится. Он когда приезжает, я могу уехать в Иркутск, оставить его здесь, и он все сделает так, как надо.